Товарищ майор, Докладывай. в 2 милях к западу отсюда я обнаружил странную военную базу, и она не похожа ни на наших, ни на базу противника. В этом районе, насколько я помню, никаких баз вообще не должно быть. По-моему, сержант, из-за тумана тебе эта база померещилась. Если вы не верите, взгляните на нее сами. Ладно, пошли посмотрим на твою странную базу. Все равно эта чертова связь здесь почему-то не работает, и связаться с нашими нет никакой возможности. Сержант, расскажи, что ты об этом думаешь? В рядах ходят слухи о том, что в мире есть не только наше сопротивление конфедерации, но и еще неизвестная нам иная сила. Как по мне, сержант, это какая-то чушь, сказка для детей, и то, что ты видел, это секретная база конфедералов. Вы сами все увидите и поймете, что это никакой лаборатории конфедерации быть не может. Хорошо, сержант, расскажи, что тебе известно об этой иной силе. Ходят слухи, что это совершенно отдельная фракция, что у них везде имеются секретные агенты, шпионы, и поэтому о них мало что известно. Говорят, их техника сверхсильная, непобедима. Какой-то конкретной информации нет, только слухи. Похоже, мы пришли. Взгляните на это, товарищ майор, и скажите, похоже ли это на базу конфедерации? Совершенно нет. По-моему, это она и есть база иной силы. И если то, что ты о них говорил, правда, нам пора срочно валить отсюда, пока нас не обнаружили. Я думаю, нам всем уже пора признать, что на этом конфликте между сопротивлением и конфедерацией мы не заработали ни цента. У нас только изымают на нужды войны. Что ж, ваши слова верны, коллега. Мы так долго создавали этот прекрасный мир. Наши компании шли в гору, принося нам столько прибыли. А сейчас эта война, которая должна была нас обогатить, спутала все наши планы. Так почему бы не объединить наши финансы, пока мы не остались без последних запасов? Можно будет с этим уже что-то придумать. Вы хотите объединиться? И как вы себе это представляете? Такая авантюра весьма рискована. Мы можем все потерять. Да, это очень рискованно, но выгода может быть во много раз больше. Я думаю, пора нам задуматься действительно о чем-то своем.
Добрый день. Начнем наше плановое совещание и обсудим инцидент, произошедший несколько дней назад. Джейсон, начнем с вас. Вчера были продлены контракты с несколькими сенаторами Конфедерации о поставках технологий производства новой сверхпрочной танковой брони на $60 миллионов. Но со стороны 3-й пехотной дивизии сопротивления мы получили отказ на поставку технологий нового вооружения для пехоты. Да и вообще наш последний запрос был полностью проигнорирован их стороной. Ничего страшного. Покупатели военных технологий всегда найдутся. Исключите их из списка доверенных лиц. У нас нет времени на эти капризы. Уже сделано. Отлично. Док, вам есть чем поделиться? Так точно. Нам удалось стабилизировать новые химические элементы для систем наведения. Новые снаряды скоро будут запущены в серийное производство. Как скоро военные части получат новое вооружение? Natürlich. В ближайший месяц наши базы получат новые боезапасы. Нам удалось увеличить броню пехотных подразделений, при этом не уменьшая подвижность и маневренность. Нам нужно ваше одобрение на разработку новой брони. Отправьте расценки на затраты нашим экономистам, док. Пусть рассчитают стоимость первой партии. Wird gemacht, будет сделано. Николас, какие изменения в составе командования сопротивления? Что принято в разработку? Состав командующих не изменился, наши люди остались на своих местах. Командование планирует масштабное наступление на востоке Китая, на один из крупнейших промышленных комплексов. В Мексике планируется зачистка лакадонских джунглей. Скоро в этом районе останутся только базы сопротивления. Это основные события, которые произойдут в ближайшее время. Нэнси, теперь вопрос к вам. Как так вышло, что разведчик смог ускользнуть от наших систем наблюдения? Сопротивление все чаще используют передвижные комплексы маскировки. Наши системы не настолько совершенны, чтобы вскрывать ионизированные облака на большом расстоянии. По моим расчетам, они обнаружили нашу базу совершенно случайно, покинув радиус действия облака. На данный момент никакие технологические средства не могут обнаружить наши военные объекты на расстоянии. После их обнаружения мы отправили группу десантников за разведчиками, но они скрылись. А начинать поиски и наводить шум в джунглях – это вскрыть свое присутствие. Мы не стали нарушать нейтралитет и отозвали команду. Хватит нам отсиживаться за укреплениями наших баз. Мы не просто так накапливаем боевую мощь. Большая часть иной силы считают, что пора вмешаться в конфликт сторон. Дональд, наше подразделение в боевой готовности. Не полностью, но предполагаю, большая часть подразделений могут вступить в бой.
Я думаю, да. Пора заявить всему миру о нас. Доказать, что мы настоящая сила, а не часть слухов и легенд.